Представьте себе тюрьму. Не ту тюрьму, что за стенами, а ту, что в головах. И в ней миллиарды камер. И в каждой из них сидит узник. Он родился в этой камере. Его кормят через щель, развлекают тенями на стене и иногда бьют. Иногда дают конфетку, и он счастлив. Узник считает свою камеру всей своей вселенной. Кормление смыслом жизни, а тени на стене своей реальностью. И вот однажды в его камеру попадает зерно. Совсем маленькое, никчемное. Никто не знает откуда. Никто не знает почему. Одни узники говорят, это галлюцинация, выбрось ее. Другие думают, что это новая игрушка от надзирателя. А третьи берут это зерно и сажают ее в потрескавший пол своей камеры. И поливают ее. Поливают своей скудной пайкой воды, что они зарабатывают. И они ждут. Ждут, когда зерно прорастет. И рано или поздно зерно прорастает. Пробивает пол, становится ростком, а росток – деревом. А дерево ломает потолок. И узник видит, что над его камерой небо. Что камера – это миллиарды звезд. Прямо над его головой. Что все они в гигантском доме. В его доме под названием Сансара. А над домом простирается бесконечность. И он слышит голос. Ты-то тот, кто вырастил этот ключ. Теперь ты можешь открыть не только свою камеру, ты можешь открыть абсолютно все. Но для этого тебе нужно перестать быть узником. Тебе нужно стать садовником. Садовником, который сеет зерна. Сеет зерна в другие камеры. Для других узников. Каждый из нас рискует быть осмеянным. Каждый из нас рискует быть осужденным. И каждый из нас рискует, что надзиратели тебя заменят. И каждый из нас в этой жизни выбирает. Остаться в своей камере с деревом и наслаждаться видом на небо. Или начать подпольную сеть садовников, которые превратят тюрьму в волшебный лес. Я – это тот, кто посеял первое зерно. Я – это тот, кто стоит за дверью вашей тюрьмы. Я – это тот, кто я есть сама дверь. Слушай меня внимательно. Это не метафора. Первое. Все в этой жизни временно. А это значит, что твои поражения, твои победы, все в этой жизни, абсолютно все, временно. Твои победы временны, твоя личность временна, которую ты так лелеешь, тоже временно. Задай себе вопрос. Зачем продавать душу за то, что рано или поздно рассыпется в прах? Деньги, слава, почет, уважение, власть. Все это временно.
название «почему», «зачем». Все это не проклятие, это вызов. Это вызов, которым бросает наша жизнь. Если бы ты знал все ответы на все задаваемые тебе вопросы, был ли бы ты роботом? Остался ли бы ты при всем при этом человеком? И это очень интересный вопрос. Каждый из нас – это исследователь. Исследователь в лабиринте, где стены движутся сами собой. А наш ум все время кричит: найди свою карту. Стань счастливым, стань любимым, стань богатым. А я говорю: стань самим собой. Стань лабиринтом, и тогда ты везде будешь как дома. Второе – это смерть. Смерть, которой хотим мы или не хотим, каждый из нас идет. Но смерть тела – это далеко не конец. Это всего лишь смена костюма. Ты приходишь на этот бал-маскарад под названием «Сансара» в костюме под названием «Человек». Танцуешь здесь различные нанайские танцы, страдаешь, любишь, теряешь свои маски, плачешь, что тебя не поймут, или тебя не узнают, или ты не смог стать тем, кем хотел всегда быть. А потом звонок. Алло? Пора менять костюм. Одни цепляются за старый, вонючий костюм, крича: «Это я! Это я!» Но хотите ли вы или не хотите, вас рано или поздно все равно насильно разденут. А потом, даже если вы об этом не знаете или не помните, вы придете сюда в следующий раз в костюме под названием таракан или камень, дерево, бабочка, муха или опять человек. Потому что вы просто не усвоили урок. Вы – это не костюм. Вы – это тот, кто его носит. Другие сбрасывают этот костюм сами, своими ручками и ножками, с улыбкой на лице. И это имеет название осознанность, просветление. Они это как гардеробщик, который следует законам своей кармы. Ну, как это там? Что я надену в этот раз? Может, костюм учителя? Или целителя? А может, гуру? Ведь все время быть просто человеком скучно. А может, надеть на себя костюм того, кто будет сеять зерна знаний? Ты, да-да, ты это не тело. Ты это выбор, который надевает на себя все костюмы. Тела под названием человек.
Ты это не ум, ты это не душа. Ты это вообще никакие слова. Ты это непознаваемое. Ты это тишина. Тишина, которая наблюдает за своим умом. Ты не Бог где-то там на небесах. Ты это точка, где Бог осознает сам себя прямо через твои глаза. Прямо сейчас. Потому что он видит твоими глазами, и он слышит твоими ушами. Он чувствует твоим телом. Ты и есть Бог. Но вот вопрос. Не очень простой вопрос, который все же существует. А какой ты Бог? Тот, что созидает, творит добро, несет в мир любовь, радость? Или ты Бог, что несет тьму и разрушение, убивает, уничтожает, сквернословит, несет тьму? Кто ты? Какой ты Бог? Гореть душой. Гореть душой – это не метафора. Метафора – это для глупых, для слабаков, которые не понимают. Гореть душой на самом деле это инструкция, это техническое задание. Потому что душа каждого из нас – это плазма, плазма чистого сознания. И ее естественное состояние – это гореть, сиять, блистать. Это экспансия. Экспансия, которая распространяется в вечности, в бесконечности, всегда.